Сколько суеты окружает нас в обычной жизни. Бесконечный шум, скопление людей, ворох дел. Но здесь, на берегу озера за полярным кругом, каждое утро начинается с тишины. Ее нарушает только стая уток, которая с шумом умывается здесь каждое утро. Если вы на канале впервые, это моя Севериата. История о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. В доме на крайнем севере утро начинается достаточно рано. Зимой, потому что световой день непродолжителен и многое нужно успеть до темна. Летом, потому что почти всегда светло и сложно заставить себя спать. Да и есть что-то особенное в утреннем спокойствии тайги, когда выходишь в лес пораньше. Пожалуй, в современном мире я единственный человек, который равнодушен к кофе. Хотя в доме есть кофемашина на случай, если кто-то из гостей не сможет начать день без него. Зато я не представляю своей жизни без зеленого чая. Но в конце концов, это всего лишь часть утреннего ритуала, и какой конкретно напиток в нем солирует, не так важно. Он вносит упорядоченность и дарит минуты спокойствия перед началом нового дня. А еще, находясь в суровом климате, особенно важно находить радость во всем, в мелочах, пусть даже речь идет о чашке чая. Когда живешь на крайнем севере, вдали от крупных городов, жизненный цикл очень сильно зависит от состояния природы. Ведь невозможно игнорировать, к примеру, мороз минус 30 градусов, рассвет, что наступает в полдень, или штормовой ветер со снегом. Но в этом и есть прелесть простой жизни. Как часто, сидя перед мигающим экраном компьютера в офисе или аудитории с искусственным светом с утра до вечера, мы утрачиваем ощущение времени, забываем поесть, размяться, отдохнуть. Здесь за полярным кругом жизнь определяет природа. Она учит быть внимательным к себе и к тому, что происходит вокруг, потому что здесь это залог выживания. На Кольском полуострове из-за более низких температур, а также полярного дня и ночи, организму и психике приходится труднее, чем в краях с более мягким климатом. Человек не может долго жить без света, как и без полноценной ночной тьмы. Поэтому здесь так важно соблюдать распорядок дня, стараться ложиться спать и вставать в одно и то же время и не пропускать приемы пищи. Но утро здесь не список срочных дел. Это время для себя, процесс, который меняется в зависимости от моих потребностей и целей на день. Сейчас все вокруг твердят, что каждое мгновение твоей жизни должно быть продумано. Ни секунды не должно пропасть зря. Ты всегда должен быть собранным и целеустремленным. Каждое утро должно быть продуктивным, а твой график и действия эффективными и всегда приносить результат. С 5 утра весь интернет качает пресс, готовит замысловатый ресторанный завтрак из 5 блюд, исписывает страницы планов на день, успевает убрать весь дом, приводит себя в совершенный вид и укладывается при этом в 15 минут до начала работы. Но, возможно, порой стоит позволить себе расслабиться, не оглядываться на других и даже упустить что-то, чтобы получить то, что тебе действительно нужно. Быть может, утро – это не время для сногсшибательных достижений, а момент, чтобы ощутить себя в спокойствии и уюте, которых можешь быть лишен в течение дня. Возможно, стоит потратить несколько мгновений своего утра, чтобы просто оглядеться, заметить приятный свет знакомой лампы или причудливый луч солнца на стене, вещицу, привезенную из полюбившейся поездки, или подарок старого друга. Или просто поглядеть в окно с чашкой чая, размышляя о чем-то или не думая ни о чем. Ведь с утра минута времени для радости – это всего только минута.
но у нас никогда не будет шанса прожить ее лучше.